Увидев слезы на лице человека и горе в глазах собаки, ветеринар сделала именно то, что должен был. Говорят, что счастье не измеряется деньгами, но порой именно они, деньги, решают, как сложится наша судьба. Пожилой мужчина с трудом сводил концы с концами, и когда врачи озвучили стоимость лечения его собаки, он понял, что не может себе этого позволить. В кабинете ветеринара, кроме врача, был пожилой мужчина и дворняжка. Все трое сохраняли молчание, посетитель лишь рассеянно гладил свою собаку и тихонько всхлипывал. Тишину кабинета нарушали лишь горькие вздохи мужчины, который никак не мог принять необходимость расставания с другом и беззвучно плакал. Ветеринар Андрей Александрович, хотя опыт работы имел небольшой, уже не раз видел такую реакцию людей, которым приходилось усыплять своих питомцев. Врач понимал, что для человека домашнее животное становится другом, поэтому слезы у своих посетителей считал абсолютно естественной реакцией. Тем не менее, этот случай казался ему особенным. Врач вспомнил, как 3 дня назад мужчина с собакой пришли к нему впервые. Мужчина был пожилым и немногословным, его собака Найда, 9-летняя дворняга, которая уже несколько дней не поднималась на ноги. Мужчину поведение животного испугало, поэтому он принес собаку на срочный прием. В ходе разговора с ветеринаром мужчина сказал, что Найда – единственная живая душа, которая у него осталась. Осмотр выявил у собаки серьезную инфекцию, лечить ее нужно было срочно, но лекарства и процедуры стоили недешево. Если не оказать собаке помощь, инфекция продолжит распространяться и приведет к тяжелой и мучительной смерти животного. Врач поставил перед мужчиной альтернативу – лечение или усыпление, которое позволит собаке избежать боли и мучений. Свое предложение Андрей Александрович сделал очень сухо, не подумав, как его слова будут восприняты посетителем. После вердикта врача мужчина положил на стол деньги, пару помятых купюр, дрожащими руками взял собаку и ушел. Мужчина со своим другом появились на пороге клиники спустя 3 дня. «Извините, я смог собрать деньги только на усыпление, чтобы она не мучилась», — сказал человек, не поднимая глаз от пола. Уже в кабинете мужчина попросил дать ему несколько минут, чтобы он мог проститься со своей подругой. Глядя на то, с какой болью эта пара прощается друг с другом, Андрей Александрович очень остро чувствовал несправедливость, царящую в мире. Иногда люди с деньгами вовсе не ценят жизнь, ни других людей, ни животных. Этот старик со своей дворнягой проявляли столь трепетные чувства, которые не купишь за деньги, но именно из-за отсутствия денег они и были вынуждены прощаться. Врач не смог сдержать охвативших его чувств, он подошел к мужчине и, положив руку ему на плечо, пообещал: «Я вылечу Найду, не надо денег, я помогу за свой счет. Найда еще не старая, у нее есть в запасе еще пару лет, чтобы провести их с вами». Пожилой мужчина лишь сильнее затрясся от беззвучных рыданий. Всего через 7 дней Найда уже могла самостоятельно ходить и даже бегать. Капельницы и правильный уход позволили ей быстро справиться с болезнью. Ветеринар чувствовал настоящее удовлетворение от своей работы. Возможно, он совершил не самый значительный добрый поступок, но пожилому мужчине и его собаке он смог сохранить веру в людей и надежду на лучшее будущее. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.